Привет, друзья! На улице ветер, дождь, достаточно холодно. Сейчас весна, а весна — это межсезонье. В межсезонье легко заболеть, поэтому сегодня мы поговорим о том, какие слова вы должны знать, чтобы говорить о болезни. Мы будем говорить о простуде и о гриппе. И, конечно, мы поговорим о тех словах, которые мы используем, чтобы сказать другому человеку, когда он болеет. Люди в России говорят, что частая причина болезни, частая причина простуды — это переохлаждение. Переохлаждение, когда ты переохладился. То есть, когда ты долго был на холоде и ты замерз. Ты замерз, и в этот момент твой организм, твой иммунитет, он ослаб. И в этот момент вот эти вирусы, бактерии, инфекции, все это начинает размножаться, и ты заболеваешь. Но есть еще одна концепция. Это концепция продувания. Вот посмотрите, сейчас я открою окно, и если я буду сидеть вот так долго, то ветер будет дуть на меня, да? Он будет дуть мне в шею, в голову или в спину. И вот в этих случаях мы говорим «меня продуло». Ой, вчера я 2 часа сидел у окна, и меня продуло. Меня продуло, и поэтому я заболел. То есть это как бы причина. Дул холодный ветер, я замерз, организм ослаб, вирусы начали размножаться, и я заболел. Но продувание может вызвать не только простуду. Я могу сказать, вчера я 2 часа сидел у окна, и меня продуло. Да, мне надуло шею, и поэтому теперь у меня болит шея. Да? Или мне надуло спину, и у меня теперь болит спина. То есть вот эта концепция продула, да, она очень популярная. И еще есть такое понятие сквозняк. Сквозняк — это ветер, который дует из окна и вот туда к двери. Да? Открыта дверь, открыто окно. И вот здесь дует ветер. Мы называем это сквозняк. И часто люди говорят, что сквозняк — это причина, почему я заболел. Да? Меня продуло, я переохладился. Когда мы заболеваем, у нас появляются симптомы. Какие могут быть симптомы при простуде, если это просто простуда? Ну, первое — это насморк. Насморк — это когда у тебя в носу сопли. Сопли — это то, что находится у тебя в носу. Да? И это насморк. Еще мы иногда говорим «у меня заложен нос». Да? Я заболел, и у меня заложен нос. Вот это состояние, да, вот это заложенность носа. У меня заложен нос. Или у меня насморк. То есть у меня постоянно текут сопли, и мне нужно использовать салфетку. Ну, у меня нет салфетки, но туалетная бумага тоже нормально. И я могу использовать салфетку для того, чтобы высморкаться, чтобы очистить нос, да, высморкаться. Я болею, поэтому я часто сморкаюсь. Другой симптом — это чихание. Чихание. Я чихаю. Да, чихать. Апши, апши, апша. Это тоже симптом простуды, когда человек чихает. Но иногда бывает, что у тебя не просто простуда, а у тебя грипп. Простуда — это такое легкое заболевание, легкая болезнь. Но если у тебя грипп или коронавирус, не дай бог, то симптомы могут быть другими. Какие, например? У гриппа есть такие же симптомы. Это насморк,
заложенность носа, да, и чихание. Но при гриппе еще добавляется головная боль. У тебя болит голова. У меня так болит голова. Часто мы говорим «болит башка». Башка — это сленг, да? О, у меня башка болит. Сегодня целый день я заболел. Блин, как башка болит. Голова болит или башка болит. Иногда мы говорим «у меня башка раскалывается», да? Раскалывается, то есть на 2 части или на 3 части. О, у меня башка раскалывается сегодня весь день, я заболел. Следующий симптом — это боль в горле. Мы говорим, у меня болит горло. У меня болит горло. Болит горло — это когда сильная боль, когда тебе больно глотать, да? Глотать. Мне больно глотать. Мне больно глотать, у меня болит горло. Но когда горло болит слегка, то мы говорим, у меня першит горло. Да? Чуть-чуть першит. У меня першит горло. Или першит в горле. Иногда так, иногда так. Да? Это значит небольшая боль, даже скорее дискомфорт в горле. Иногда из-за боли в горле у тебя может пропасть голос. Я не могу говорить. У меня пропал голос. У меня пропал голос. Я потерял голос. У меня пропал голос. Да? Когда ты не можешь говорить. Следующий симптом — это температура. Ну, высокая температура. Мы обычно говорим просто температура. Для этого нам нужен градусник. Я использую старый градусник с ртутью. Да, это вот популярные градусники. Они выглядели точно так же 20 лет назад, и сейчас они все еще популярны. Так вот, градусник показывает температуру твоего тела. Да? Ну, скорее вот так. Да. Ты ставишь градусник и меряешь температуру. Я поставил градусник, я жду 10 минут, и через 10 минут я буду знать, есть у меня температура или нет у меня температуры. Да? То есть нормальная температура или ненормальная. Итак, 36,6. Я здоров, у меня нет температуры. То есть у меня нормальная температура 36,6 градусов по Цельсию. Или может быть другая ситуация. 38! 38! У меня высокая температура. Да, или 39 градусов. Это высокая температура. И мы в этом случае говорим, я померил температуру, и да, у меня есть температура. Ты заболел? Ой, как плохо. А температура есть? Нет температуры? Ну, нормально. Тогда все окей. Это не так страшно. По мне пробежал муравей, пока я мерил температуру. Весна пришла, муравьи прилетели. Жесть. Что мы обычно делаем, когда мы заболеваем? Что мы делаем, когда мы простужаемся? Как мы лечимся? Ну, во-первых, мы берем больничный на работе или на учебе. Взять больничный, по-моему, это сокращение от больничный лист. Да? Взять больничный означает, что ты не будешь работать или учиться по причине болезни. Я заболел, я не пойду на работу. Я буду на больничном. Где ваш менеджер по продажам? Его нет, он сейчас на больничном. Да? То есть он болеет, он взял больничный, он не будет работать. Ну и второе, мы лечимся, да, мы лечимся, и лечатся все по-разному. Кто-то любит лечиться с помощью разных таблеток и лекарств, да. Это все, вот у меня здесь есть аптечка, и в аптечке куча разных лекарств.
лекарств и таблеток. Но я не очень люблю лечиться с помощью таблеток, потому что я использую их в крайнем случае. Чаще мы используем какую-то традиционную медицину или какие-то простые средства, чтобы помочь организму, чтобы быстрее побороть болезнь, чтобы быстрее справиться с простудой. Да? Когда я в детстве болел, то мама всегда говорила мне, что нужно, если ты заболел, нужно лежать и не ходить. Да, особенно если у тебя температура. Если нет температуры, то ты можешь ходить. Другое — это пить больше жидкости. Пить больше жидкости. Какой жидкости? Можно пить больше воды, это хорошо. Но также можно пить травяной чай. Травяной чай лучше с малиной. С малиной и с травами. Эта жидкость помогает твоему организму выводить микробы. И бактерии, и вирусы, и все остальное. То есть отправлять их сразу в туалет. Также она всегда давала мне чеснок, чтобы я ел чеснок. Ну, не просто вот так, она клала его в еду. А иногда она просто резала чеснок и ставила на тарелке рядом со мной, чтобы я дышал чесноком, потому что чеснок убивает какие-то там бактерии и все прочее. Еще хороший вариант — это теплые носки. Теплые носки. И вообще тепло одеваться. То есть, чтобы ты был в тепле, чтобы ты не переохлаждался. А если у тебя сильная температура 37 и выше, даже скорее 38, обычно 38 и выше, то тебе нужно обязательно теплое одеяло, да, прям теплое-теплое одеяло. Тебе нужно закутаться в одеяло полностью, лечь, выпить горячий чай с малиной, потому что малина помогает потеть, да, ты начинаешь потеть, у тебя вода течет по лицу и везде, да, это когда ты потеешь. И ты лежишь так долгое время, и тебе становится жарко, очень жарко, очень жарко. Ты потеешь, ты меняешь одежду, и после этого у тебя падает температура. Я слышал, что в других странах люди наоборот идут в холодную ванну или в ванну со льдом или еще что-то. Но для меня всегда это было вообще невообразимо. Я не мог себе представить, что когда у тебя температура, ты идешь в холодную ванну. Хотя, может быть, это тоже работает, я не знаю. Ну и, конечно, очень важно проветривать помещение, проветривать комнату, где ты находишься. Давайте проветрим комнату, да, чтобы воздух был чистый. Вот, ну, достаточно. Я проветрил комнату. И еще важно делать влажную уборку. То есть взять тряпку, влажную, мокрую тряпку и протереть всю пыль, чтобы не было пыли, чтобы было чисто и свежо. Как мы желаем здоровья другому человеку? Если ваш друг заболел, что вы ему скажете? Ну, самое популярное — это «выздоравливай скорее» или «желаю тебе выздороветь». Выздоравливай, скорее выздоравливай, желаю тебе скорее выздороветь. Иногда мы используем слово «поправиться». Это синоним. Да? Поправиться или выздороветь. Желаю тебе поскорее поправиться. Поправляйся скорее. Но, друзья, никогда не говорите своей девушке, что она поправилась. Аня, ты так поправилась, что с тобой? Потому что поправиться еще означает набрать вес, то есть стать больше, стать толще, да? Макс, ты поправился! Поэтому будьте осторожны и до встречи в следующем ролике. Пока-пока.